Всем привет, народ! Сегодня мы будем разговаривать о телеграм-боте Goblin Mine, который в последнее время нас разочаровывает. Все пишут, что это скамина лютая, нас скамят, нас всех кинули. И вот немножечко вам конспирологии в вашу ютубовскую, ну или на какой платформе вы нам смотрите ленту. И давайте разбираться, смотреть и думать, что же у нас вообще происходит, как к этому готовиться. И что же вообще делать? Потому что, допустим, я здесь не выводил ни копеечки. Сколько было мной вложено здесь, столько я и здесь держу, грубо говоря. Ни разу не выводил отсюда тон. И, возможно, таких, как я, есть еще энное количество. Кто-то выводил, кто-то уже в плюсе. Разочарован то, что не дали им еще больше заработать. Кто-то вышел в ноль благодаря накопленным там GWT вот этим монетам. Ну, а кто-то, как я, сидит и пока глазками хлопает, не понимает, что происходит. Вот мой телеграм-бот, именно мой аккаунт, у меня единственный, у меня нет там 2, 3, 4, как у некоторых аккаунтов, так что он у меня единственный. И вот у меня осталось залежь тут на первой шахте 60, грубо говоря, монеточек GWT, на второй шахте вот осталось у меня тут 11 с копеечками тысяч, и третья шахта у меня уже кончилась давно, с нее ничего не добывается, и сейчас вот у меня 376 тысяч токенов GWT, 13 золотых монеточек, ну и общая сложность добытых мной монет будет 450 тысяч монет. Давайте перейдем с вами в обмен и посмотрим, сколько теоретически я могу вывести. Вот если мы введем сюда, грубо говоря, 450 тысяч токенов GWT, это будет 5 тонн. Тонн у нас сейчас стоит в районе, даже не буду вот сочинять, перейдем с вами на биржу Bybit. И здесь вот пара тонн USDT у нас в данный момент торгуется, на момент снятия ролика именно, торгуется в районе 3.7 доллара. 3.7 USDT за 1 тонн. И это вот 450 тысяч, образно 5, умножаем на 13,7 и получаем 17 долларов. 17 долларов я могу отсюда сейчас забрать, получается. И много это или мало? Это совершенно мало, потому что вложено мной было сюда около 110 долларов. Забрать могу я сейчас только 17, получается. Печально, досадно, но есть одно но. В чем заключается моя конспирологическая теория? Я ее себе в голове немножечко нарисовал и надеюсь, потому что сейчас выводить нет смысла. GWT, эти токены, 17 долларов мне погоды не сделают. Так что буду их пока холдить. Холдить внутри именно телеграм-бота. Вывести я всегда их успею. Возможно, там что-то изменится. И давайте переходить, допустим, на официальный сайт Goblin Mine, в котором у нас есть дорожная карта, где мы остановились на вкладочке «Предоставляем Goblin Mining, последнюю инновацию в экосистеме Goblin». Goblin Mine, где мы тоже добываем те же самые токены GWT. И давайте перейдем в white paper Goblin Mine, где у нас есть токеномика, какая-никакая токеномика этого проекта. И здесь у нас описывается следующее, что в общем сложности эмиссия всех токенов это 50 миллиардов токенов GWT, из которых 40 миллиардов отдают нам на майнинг в Goblin Mine, и 10 миллиардов оставляет себе команда разработчиков на маркетинг и тому подобное. Все это вы знаете. Плюсом появился у нас Goblin Mining, где дополнительно выделено 20 миллиардов еще токенов GWT, из которых 4 миллиарда заберет себе команда разработчиков, опять же на всю эту экосистему и тому подобное. 16 миллиардов токенов GWT выделят нам. Это описание white paper. И у меня есть еще одна вот такая вкладочка. Это официальный сайт Goblin Mine, где у них есть вот адрес контракта. Контракты их токена GWT. Этот выходил пост 1 февраля, когда они сказали, что вот все, мы теперь возобновили вывод и тому подобное. Это 1 февраля. Давайте запомним немножечко даты, потому что они нам в будущем пригодятся. Давайте перейдем на CoinMarketCap, на график того самого GWT к USDT, к USD, точнее к доллару, да, и вот он, тот самый печальный график, и здесь вот у нас сейчас он остановился, нащупав какое-то дно, здесь уже начинают откупать почему-то токен GWT,
на вот этом дне. И сейчас объясню, что, скорее всего, здесь происходит. Сейчас вот такая вот цена укатанная. Если мы возьмем линеечку, грубо говоря, от наших вот, последних дат, там, конец февраля, вот от того пика, токен провалился уже на 86%, укатался. Что происходит? Вы можете подумать, что в данный момент разработчики сливают все свои токены, специально слили, уронили весь рынок, плюс еще биткоин у нас в понедельник, красный там, кровавый понедельник, все уронил, и все это покатилось. И вот так вот произошло. То есть разрабы сейчас заработали кучу-кучу бабла, продав вот эти все токены на рынке, и все. Только вопрос, кому? Кому они продавали, если вот эти вот палочки обозначают, что люди сливали свои токены, либо разработчики сливали свои токены. Но конспирологическая теория заключается в том, что вот эти вот сливы, это сливы холдеров. Кто холдил эту монету, то есть те люди, кто добывали в Goblin Mine, у кого был большой там баланс, кто их копил, кто их уже выводил на кошелек и там держал, тоже их сливал. То есть вот эти все гигантские объемы продаж были именно холдерами, а не разработчиками. Вы можете со мной поспорить, но продолжаем дальше смотреть ролик. Если досмотрите до конца, я попытаюсь объяснить всю свою теорию и объяснить, что будет происходить, скорее всего, дальше. Здесь у нас на CoinMarketCap есть адрес контракта, вот этот вот адрес контракта токена GWT. И если мы перейдем с вами по этому контракту, то попадаем вот сюда, где у нас показано, что вот он адрес контракта, вот количество тонн на балансе этого адреса контракта, и вот токенов столько вот здесь находится. Но это все очень замечательно, но нифига не понятно. Если мы с вами перейдем на тон-сканер, и забьем этот вот тот самый адрес, видите, вот 6А, да, FT. Переходим сюда, смотрим, вот он 6А, FT. И что же нам показывает тон-сканер? Это у нас Goblin World Token, GWT. Вот его цена, которая уже на 15% от того самого дна у нас, которую зафиксировала она, подросла. То есть уже начинает токен расти. Вот он адрес этого контракта. И вот и есть у него владелец. К владельцу мы перейдем чуточку позже. Смотрите, запоминаем, грубо говоря, последние 4 буквы SNRD. И на этом сайте мы можем посмотреть холдеров на тонсканер, холдеров данной монеты. Переходим в холдеры и замечаем, что один из самых крупных холдеров, поднимаемся выше и смотрим, холдеров на данный момент 92% токенов, то есть это 64 миллиона с половиной токенов GWT, холдит вот этот вот кошелек. И называется кошелек разработчиков. То есть на нем сейчас находится 65 миллионов с половиной токенов. Общая эмиссия всех этих токенов 50 миллиардов, точнее миллионов, говорю, миллиардов. 50 миллиардов токенов было выделено на Goblin Mine и 20 на Goblin Mining. В общей сложности 70 миллиардов токенов эмиссия GWT. А здесь у нас 65 почти миллиардов. То есть 92% вот холдит этот кошелек у нас. Далее идут кошельки, на котором есть миллиард, почти миллиард, там 200-300 миллионов. Но нас эти кошельки не интересуют, нас интересует именно этот кошелек. Если мы перейдем по этому кошельку, вот он самый SNRD. И давайте посмотрим, что в последнее время делал этот кошелек, какие действия он производил. Здесь он совершал какие-то покупочки, здесь он выводил 5 миллиардов токенов GWT на вот этот вот кошелек. И если мы пролистаем ниже, то здесь есть очень красивая такая вот транзакция. Транзакция статус одобренный. Число 28 января 2025 года, грубо говоря, только в начале дня, ночью, была совершена транзакция. Транзакция поступления 65 тысяч токенов тонн на адрес вот этого вот кошелька SNRD. Если мы перейдем с вами обратно на CoinMarketCap и посмотрим, что же это было за число у нас такое вот, это вот здесь, перед самым началом вот этого слива. Как начался сливаться вот здесь этот токен, перед этим был закуплено 65 тысяч тонн. И после этого токен пошел укатываться.
Вот в чем и заключается моя конспирологическая теория о том, что 65 тысяч токенов тон было заведено на этот кошелек специально для того, чтобы откупать свою монету. Они завели этот тонный кошелек, заранее зная перед этим, я не знаю, откуда у них была такая информация, что будет этот красный понедельник, но почему-то за 3 дня до этого красного, ну не за 3, за 5 дней до этого красного понедельника они завели большое количество тона на свой кошелек, чтобы обменивать, грубо говоря, токены вот эти GWT на тон на этой самой просадке. Вот из этого вот показателя в 92,5%, то есть они на падении этого рынка, на вот этом вот всем сливе откупали свои токены. То есть они почти все откупили, все, что было намайнено, они все забрали себе обратно. То есть тон, скорее всего, они закупали на донатные деньги. Ну, возможно, у них какие-то свои были еще ресурсы, возможно, инвесторов каких-то. Но токены откуплены были все. И эти токены сейчас находятся у них, и продавать они их не собираются. Вот в чем моя заключается конспирологическая теория. Что этот вот кошелек собирается, ну, грубо говоря, владельцы токена GWT, команда разработчика, собираются либо продолжать свою игру Goblin Mining, Goblin Mine, и для этого они откупали токены, чтобы раздавать его нам. Но они понимают, что по данной цене люди сейчас играть не будут. Либо будет выходить обновление с конвертацией этого самого токена из золотых монет, либо будет памп, будет жесткий памп этого токена. То есть этот токен уже начинает потихонечку вот расти. Причем здесь вот эта вот зеленая палочка, откуп. Кто-то покупает эти токены, понимаете. Люди сейчас обычно с приложения навряд ли закупаются токеном GWT, чтобы развиваться, потому что это абсолютно невыгодно. То есть они сами это делают, они откупают свой токен. И сейчас, мне кажется, будет памп, на котором два варианта. Либо они возобновят Goblin Mine свой, но теперь уже у людей там достаточно, кто-то повыходил, у кого-то не хватает развития. Теперь людям придется заново донатить, чтобы снова стартануть, купить себе эти залежи и тому подобное, потому что было все выведено с этих ботов в основном. И теперь заново пойдут инвестиции. То есть они на низах по дешевочке откупили свой токен, а теперь запампят его и на верхах будут продавать нам же, чтобы мы развивались дальше в Goblin Mine. Вот к чему я. Либо они его запампят и на вот этой вот эйфории, на вот этом фома люди начнут залетать в этот токен, да, и об них будет разгружаться команда разработчиков, чтобы заработать свои большие деньги. Вот такая вот сегодня была конспирологическая теория, такие вот были мысли. Я, возможно, ошибаюсь, возможно, я где-то здесь запутался в кошельках, транзакциях и смарт-контрактах кошельков всех вот на всех этих биржах, потому что открывал, я смотрел и гуглил очень много, чтобы вот понять все вот это. Но суть остается одна. То есть суть остается одна в том, что все монеты сейчас находятся на одном кошельке, на кошельке разработчиков. 92% всех монет. А есть еще холдеры, которые холдят, которые, видать, тоже знают что-то, что будет происходить, потому что люди держат у себя эти токены на кошельках. Вот такие вот мысли были. Пишите, что вы думаете. Свои токены я либо выведу их на кошелек и буду холдить дальше, либо оставлю в приложении и буду ждать, что будет происходить. Но мне кажется, лучшим вариантом будет вывести эти токены, чтобы, ну, если что, во время пампа смочь их как-то конвертировать в тон, либо продать. А я вам крайне не советую заходить в такие боты, потому что видите, как происходит, что люди такие, как я, ушли в гигантский минус. Все из-за обвала рынка, из-за скама и тому подобное. Так что не заходите в такие телеграм-боты, не вносите сюда донаты и не создавайте себе море вот этих вот проблем. А я с вами прощаюсь. Всем пока, народ.